Гостеприимный Мишель. Мы только заикнулись про кофе, вот не как в прошлый раз, когда мы выпрашивали этот кофе, мы только заикнулись, он уже позвонил, и он уже заказал, и уже там пошли делать наш кофе для нас. Я всегда такой, не только перед камерой и видео, и так, ну просто... Да, мы сразу поняли, что ты очень положительный, очень Спасибо. Улыбчивый, дружелюбный. И, кстати, всегда есть у кого-то есть враг. Ну, у меня когда-то был враги, но видели, что нет никаких смысл, чтобы держать зло и так. Надо жить каждый день доволен, радости и всякое. И тоже отдавать это другим, который не клиент, потому что много считают, что туристы это клиент. И много тоже хороший принимает клиент как в гости. И так должно быть. Даже не наши только в гости, это ваш дом. Вы просто приходите, мы просто будем угостить, потому что мы должны, мы обязаны это делать. И самое лучшее, когда ты принимаешь людей как друзей, как гостей, а не как покупателей. Иногда продавцы, конечно, хотят работать этот туристический город. В каждый туристический город есть какую-то сторону, плохую сторону. Люди ищут деньги, они из местных городов, они приехали в Хургада или в какой-то туристический город, чтобы зарабатывали деньги. Они не видят никаких целей, они видят только, чтобы зарабатывали деньги. Поэтому они не обращают внимания, как вести себя с клиентом или с туристом, который надо уважать. Но иногда они пропускают этот момент, иногда злятся, если клиенты спросили, сколько стоит, и потом клиенты скажут дорого, и потом продавец ему это не нравится. И начинает конфликты и стресс. Так. Но это нельзя. Надо оба клиенты не ведут себя как клиент, они тут отдыхают. И тоже продавцы должны делать хороший сервис и уважать. Если клиенты не покупают, это наши в гости. Молодец. И так и всегда. И у меня много ошибок, я не ангел, но просто иногда приходит клиент злый очень на меня. Или зли на другой. Например, если украинцы иногда приходят, я начинаю говорить по-русски, потому что я не говорю по-украински. Я учу каждый день другой язык. Да. Но иногда, это хорошая ситуация, смотрите. Иногда приходят, когда я говорю по-русски, потом они скажут, есть тех, которые принимают это и говорят со мной. Есть, которые специально говорят по-английски, потому что они знают и война, и так, и конфликт. Ну, через несколько времени, если я буду спокойно, я их скажу, нет, надо любить всех. И тоже так же наоборот. Есть русские, которые иногда говорят плохо про украинца. Я говорю, нет, так нельзя. Я оба их говорю, знаете, когда я говорю, который напротив меня, ты виноват, я говорю в лицо. Я говорю, надо любить всех. Бог так нам учил, что надо всех. Мы в Египте, в Хургаде, мы все дружим. У нас нету разделения на русских, украинцев. Потому что русские и украинцы здесь, мы здесь все гости. Конечно, это политика, и мы тут ни при чем. Хотел так. Мы не лезем в политику и электричество. Да. Это не надо. Надо самое главное любить друг друга и все. Да. Ну а что-то, вот ты русский язык, как ты выучил? Где ты учил? Ты так хорошо говоришь по-русски? Знаете, я рисую и так, но я не талантливый. У меня талант в языке. Я люблю языки, откуда появились. Итальянский, французский, немецкий и тоже русский. Русский язык я хорошо говорю, поэтому ты говоришь очень бегло, очень бегло. Слушай, Зайка, это у них вообще талант к языкам? Да. У всех египтян? У всех египтян таланты к языкам? Не у всех, конечно. Не у всех, не все так говорят. Да, потому что не все учат. Есть тех, которые учили на улице, они узнали пару слов с ошибкой, они повторяют тоже с ошибкой, они никогда не меняют. А ты как учишь? Я учу, слух в интернет, и потом повторяю это кому-то, с клиентом. Но самое главное, если кто-то хочет говорить какой-то язык, надо учить чуть-чуть и потом чувствовать. Если почувствовать язык и говорить от души, это будет четко. А если говорили оттуда, не работает. Если с головы не будет работать. Если буду придумать, что я хочу сказать, и нечестно, не получается. А когда если говорю сразу, от чистого сердца получается. Вот это да! Снимай. Да. Здесь сюда, ой, как нам кофе какой принесли. Посмотри, какой. Какой у нас. Какой у нас бармен. Ой, какой бармен у нас. Нет, это хороший город. Из Асуан?
Из Луксора. Луксор. А тебе это не мешает? Видно тебе? Видно, видно. Из Да. каждый город есть хорошие и плохие. Не, ну А ты откуда? Я из популярный город, из Александрии. Все знают. А, да, очень عارف знаю. الاسكندريه؟ أوكي. قول لهم حاجه على الاسكندريه. Они как они لهم كده يا отличаются? حاجة. Этот потемнее, этот посветлее. Даже видно, Александрия что это с мы севера. Средиземное море. Very Да. good. это какой-то актер, смотри, как. Смотри, как они делают Да. кофе. Вот это у Он них специальный устал. ритуал. Он каждый день от кафе, это почти 50 метров. Он сюда-туда, каждый день. Он дает все улицы кофе, но у него кофе просто Ой, самый лучший кофе, да? سادة مناكل بالعربي. диседа, это без сахара. Да. Как называется магазин его? Это, это кофе, простой кофе, обычный, но это в дворе, так, Ага. внутри. И Говори. пьют кида. И Смакеева. Да. Как тебя смаки? عبد الله. Абдалла. Тоже Тоже Абдалла. Ну, сообразительный. Абдалла из Луксора. В общем, из Луксора много Ты Абдаллов. видишь, какие у него ترى зубы. تعمل من شيء. Ой, Это мелочь. вкусно пахнет Да, кофе. вкусно пахнет. Да, вкусно пахнет. Ну, давай. На здоровье. На здоровье, да. На За здоровье. знакомство. На здоровье, да. За знакомство. Да, знакомство. Сейчас мы попробуем. تقول ايه؟ Ханшуф дельвати. Ханшуф Куайс дельвати. валя мишкуайс. لا كويس. Смотри, какой стильный у него прикид. Дай покажи твой. عجبك التيشيرت؟ Да, да, بتقول لك زي الفل. Ну, смотри, там шнурки. Как... Ой, какой стильный. Интересный. Он стиляга. модный, он модный. Он Да. очень модный. Очень модный Абдалла. Ты женат? متجوز؟ نو. Нет? Айзамигаус. Невеста قول есть? اخر شيء في العروسه. Нет. Он говорит, я хочу себе невесту. Да. Славянку. Ты хочешь Аруса? Айз ايوه عايز Аруса? عروسه. Кия Мишмигауза. اوكي فيري جود. Так, еще... Еще один Авдала. Да, Виктория, мы еще одного тебе жениха нашли. Еще прекрасного жениха. И этот уже, смотри, Видели какой кофе? щедрый. Да. Кофе принес нам. Халяву у одного? Да. Одного халява, у второго кофе. Слушай, а ты волосы вот такой мочалкой делаешь. Он ничего не делает, он просыпается, он так. Знаешь, как у них такая мочалка А что ты есть? делаешь? Что ты делаешь, بتقول لك чтобы у بتعمل ايه тебя عشان ده؟ волосы في были? سبونجه كده Спонж, فيها спонж. خالص. أيوة، О, أيوة. Yes, I saw. А, я не видела ни Нет? разу. Спонж? Потому что вот эти вот кудрявые, они каким-то мочалкой специально делают, да? سيب شغلك هاخد هنا. Очень вкусный кофе. Ой, Это Назар. туркиш кофе или Это Egyptian? туркиш, но сделано в Египте. Туркиш это как они готовят, например. А. Но это сделано кофе это один. Но кофе не из Турции. Кофе это из Бразилии, из несколько. А, Да. Я все время думала, вот турецкий, чем турецкий кофе отличается от египетского? Это отличается, ну, нет египетский. У нас наши это египетский, но имею в виду, как пельни, они первые придумали сделать как пиль, это Турция. То есть в Турции да. придумали, как размолоть пена, его. да. А, скажи, пожалуйста, есть 3 вида кофе. Когда я заказываю, я могу сказать, мне очень сладкий, мне средний и не средний. Да. Это, скажи, как это называется по-арабски? Это когда заказать из кафе. Да, кахуа мазбут, Мазбут это, это очень ровно. Средний, да? Мазбут ровно, да. А зияда это Зияда это больше сахара. много сахара. Да. А вообще без сахара это орех. А ариха это Это когда... чуть-чуть, Да, риха это запах. на Ну, запах только. Да, на Да. запах. Да. А вообще без всего? Без Как всего называется? Сада. сада, да. Сада. Ахуа Сада это сада. может полотенце сада. Да, если Сада это если, простой или без ничего. да, например, Да, я Это- знаю, без это- картинок, без рисунков. да, это сада. Или без сахара, без Да, всего. без полоски, без всяких. Да, или кофе без молока, без сахара. Да. Можно сказать сада, простой. Сада. То есть без ничего, или простой, или однотонный, или Типа так. обычный, то мы говорим по-арабски сада. Сада, да. Да, а еще тебе было трудно? Какие-то слова были тебе трудные? Или какие тебе слова по-русски? На время проживания. Как? На время проживания? Да. До сих пор Да. все, что официально в России, это для меня сложно до сих пор. Я там Сложно. жил, да, жил в Екатеринбурге. У тебя там была женщина? Нет, я учился.
Да. Я учился медицинский массаж, и там получил сертификат, и там работал. Меня взяли сразу на работу. Египетский массаж, Ну, и сделали меня конечно, большой еще рекламу. бы. Меня хватили так и открыли специально. Хватили. Yani, был фитнес-клуб, это мой друг, а мой друг с женой. Да, они сказали- египтяне там экзотика, конечно. Ты что? Конечно, его хватили сразу. Да. Хватили сразу тебя, да? Если честно, у меня был, никогда не ожидал. Я там работал всякие тяжелые работы, потому что у меня не было документов заполнен и так. И просто была ситуация и удача, и так это было все классно. Я там, мой друг открыл фитнес-клуб и сказал мне: Миша, ты сделаешь массаж меня и жена, если ее понравится и мне нравится, мы откроем для тебя специально кабинет здесь. И я сделал массаж, им понравилось. Сходил в какой-то колледж, курсы взял Да. на 2 месяца и сразу работал. Ну, а На 3 года. тебе понравилось работать там? Да, там тяжелая жизнь, А жесткий холодно? погода, да. Погода. Жестко, да? Именно Да. что самое трудное тебе там показалось? Погода? Когда я когда-то потерялся. А, Я не могу потерялся. вернуться домой. Да. И это было поздно, нет машины, и не знаю я где, это было сложно. Да. Ой, ну потом нашелся? Знаете, мимо так пошел, и если была остановка, сидит парень, меня сказал, я спросил ему, когда появится машина или так, он сказал: нет, Завтра. это утром ты найдешь какой-то в 6 утра. Ой, бедный. Сиди со мной, и ты пойдешь со мной домой. Так Он это был- вам тебе не в Египте, здесь круглые сутки, ты не потеряешься. Здесь постоянные машины, и такси, и люди ходят. Здесь Да. нету такого времени, когда ты вышел и никого. Да, Нету. в этой ситуации этот парень меня взял домой с собой и кормили меня, и они были страшные. Просто я не Не боялся. боялся. Да, но потом оказались они добрые и меня угостили в люди. гости. Я спал у них, просто 1 минута, пошли домой со мной и все. Да. Да, Видишь, какие? И у нас, оказывается, Это тоже в люди Санкт-Петербурге, гостеприимные. да? В Екатеринбурге. Екатеринбург, да. Помогли тебе так, ребята, да? Да, Это Урал, на Урале. Урал, да. На Урале. Передай привет, может, тебя узнают. Да, привет. Саня. Саня звали? Саня, Вот да. видишь? Саша с Уралмаша, да? Саша Сурома. Урал наша точно там. Ну да, это Урал же- наша это опасный район, и там Ага. говорят... Это завод такой, да? Уралмаш. Да. Когда говорят Саша, они все хором говорят: а, Саша с Уралмаша. То есть они вот это все знают. Но поверьте меня, самые страшные люди в мире, у них что-то доброе, у них что-то в сердце доброе. Люди, которые ругались и дрались, и так, и иногда оказывается, что они не так. Они из-за того, что у них тяжело, давление, Да. много всяких. Да, да. Вот иногда бывают люди какие-нибудь злые, что-то пишут злое или говорят что-то злое. Нужно подумать, почему, да? Да, поставить сразу- их место. Да, поставь себя на их место. Может, что-то у них случилось, может, кто-то их обидел, да? Да, Поэтому они такие злые. Иногда я просыпаюсь утром здесь, и приходит ко мне клиент, и они не знают, что мой чувство. Я терплю и молчу, и могу просто отвечать. Я хочу просто четко отвечать на это, сколько стоит или так. И они меня давят на меня. Просто чувствую иногда, что я бомба сделал. Взорвешься Взрыв, сейчас, да. И они знают, что они это делают. Они знают, что они вредные. Да. Ну, сколько? Я говорю, например, 5. Они говорят, давай 3 за 5. Знаете, они шутят. Но тех, которые терпеливы, не которые голубаются и торговать, и они довольны, знаете. А есть, которые, нет, это дорого, и говорит некрасиво. Да. Поэтому я сказал 5 Да, минут когда назад, ты когда они покупают, и они комплименты и говорят красиво, это поднимает лучше, чем покупка, лучше, чем Да. деньги, когда у тебя хорошее настроение. И тоже по поводу работы здесь. Я тут работаю уже 3 года. И хозяин это все 3 этажа, и тут и склад, и там магазин. Ты хозяин? Нет, не он работает. Хозяин, он доверяет человек. Ему Кстати, доверяет. хозяин это очень умный, и никогда я не могу с ним так. Он сам выбрал меня, чтобы я тут работал с ним. Сколько у него был? 100 парень хочет работать и на кассу. Я тут продавец, и касса у меня в карман. Понимаете?
значит, есть между нами доверие. Да. И очень сильное, жесткое. Может, он когда-то сделал для меня экзамен. Я сдал в этот экзамен. Я не узнал, он в порядке сделал. Что-то, может, поставил деньги или что-то Да, в может, он камеру тебя посмотрел. проверял, но ты, Да, ты может, делаешь... в камеру посмотрел. Ну, камера меня наплевать. Я могу что-то сделать плохого, и он не узнает. У меня камера, это не здесь, не с бравадой. У меня камера Бог, Да, когда он меня молодец, смотрит. Да. Все правильно. Я тоже, когда у людей камера это Бог, и они всегда стараются делать, чтобы угодить ему, и тогда получается, что люди в итоге все делают правильно. Да, сами с собой. Да. И ты знаешь, у меня даже есть очень хороший пример, вот, когда люди говорят, надо говорить правду. Вот когда ты что-то обманываешь, тебе приходится запоминать, что ты этому обманул, что ты этому обманул. Когда ты говоришь то, что было, Да. тебе не надо запоминать. Ты просто вспоминаешь эту ситуацию, как это было, и рассказываешь это. Да. Этому ты то же самое. А то некоторые тебя потом через какое-то время спросят, а ты забудешь, что ты уже ему рассказывал что-то другое. Точно, точно. Вот, это важно. Это очень важно. У меня отец в детстве сказал, Мишель, кто обманывает, забывает. Это очень важно. Иногда говорит, Мишель, извините, я не пришел, потому что я был у тетя, и потом меня отправила. А в другой раз говорю с ним, ты когда-то был в пятницу у тетя, он сказал, нет, я не ходил. Это значит, забывают Конечно. за то, что обманывают. Эта ситуация он Конечно. обманул. Ну, кто будет прямой, никогда не обойдет. Да. Я в этом- У меня есть сын, и я тоже, мы с ним договорились еще, когда он был маленький, что он мне всегда говорит правду. И я ему сказала, даже если что-то это ты сделал неправильно, но если ты мне сказал правду, я тебя не ругаю. Мы договорились. И иногда вот так вот он что-то мне рассказывает и сказал мне правду. И я, ну это что-то было такое не очень, да, и я начинаю, уже у меня взгляд такой, а он мне говорит, я сказал правду. И я помню, что мы с ним договорились. Я говорю, да, все, мы договорились. Если ты правду говоришь, я тебя не ругаю. Поэтому мы с ним так, сейчас он всегда говорит мне правду. Да, правда, уверены в себе, Да. как всегда. Потому что все ошибаются, правильно? Все делают ошибки. Но когда человек делает постоянно, а когда он учится на этих Привык, ошибках, ну. он понимает, что это ошибка и надо исправить. А когда он знает, что это ошибка и хочет это делать, это совсем другое. Да, конечно, это да. Но иногда мы делаем грех и хотим, ну, и второй день хотим, чтобы Бог нас удалил это. Пожалуйста, Да. проси. Потому что некоторые люди говорят, ой, стесняются говорить на другом языке, потому что говорят, ой, а вдруг я скажу неправильно. Ничего страшного. Говори хоть неправильно, хоть как, лишь бы ты говорил. Потому что когда ты начнешь говорить, и даже если ты будешь говорить с ошибками, но ты начнешь говорить. А если ты будешь бояться делать ошибки, тогда ты не узнаешь, как Не правильно, узнаешь, и да. никогда не получишь этот опыт. Конечно. Я когда-то ходил в аптеку, ну там в России, и сказал, хотел бритва. Да. И там эта женщина стоит, и за нее есть бритва. Я сказал, видишь, вот это я хотел, а я еще научился. Видишь, вот это? Она сказала, видите? И потом провернула, отдала, и потом я ушел. Но я думаю, я сказал, видишь, и потом она сказала, видите? Я не понял. Исправила, да? Да. Ты Я- не понял даже, что да. ей не понравилось. Да, я не понял, что, я не думали, что все хорошо, но просто она сказала слово, я не понимаю. И потом я говорил с другом и сказал, я сказал это, Видишь. видишь, и потом она сказала, видите, и потом меня отдала. Я ничего не сказал, и отдала, и заплатили, и ушел. Он сказал, я сказал, это что такое было? Он сказал, ничего, она была дура. Ну да, просто она прицепилась к твоим словам, и она не поняла. Знаешь, есть даже такой анекдот смешной. Мужчина-иностранец говорит, дай мне стакан вода. А она говорит, не вода, а воды. Он взял, попил и говорит, ой, вкусная воды. Она говорит, не воды, а вода. Он говорит, о, сама не знаешь, чем торгуешь. Потому что вот эти иностранцы, они же не обращают внимания. И зачем им это исправлять, правда? Да. И так понятно. Но это хорошо, конечно, потом я понял, что надо уважать, но раньше я уважаю, но не понял, как сказать да, уважение. не понял. А видишь, понял, что видишь, это не, это только с друзьями, с Да. близким. Как здесь мы говорим энта,
или хадреток? Да. Да, Вам, хадреток это уважительное, а если ты просто это энто. да, вам и ты, да, отличается, да. Хадретик к женщине, Хадретик. хадреток это к мужчине. Да, точно. У тебя, кстати, акцент другой, не как и все, которые тут учат. Да, оказывается, вот Мишель, он не просто продавец, даже и не продавец совсем, он делает дизайн, и они даже делают вот разные дизайны, и на вот этой машине они делают вышивки. О, посмотри. Ой, и это вы сами тоже сделали, да? Тут Вот это- этого верблюда. Да, это, который фабрика делает, это клейка. Но А, хорошая и футболка. наклейка. Да. Мы купили, например, из фабрика, заказали футболка, которая очень плотная, которая держит вышивка. Чтобы делать такой большой дизайн, и сзади, и перед, надо в первый хорошая футболка. Да, чтобы надо держать плотная, вышивку. конечно, была, не просто такая. И сделали мягкая. почти один в один, даже лучше намного, чем фабрика. Конечно, вы лучше сделали. И это никогда очень не красиво. испортится. Даже если футболка испортилась, вышивка никогда остается всегда на Когда футболка испортилась, можно вышивку отрезать и приклеить на другую футболку, да? Да, раньше сделали фабрика маленький вышивка, типа Да, да. Adidas, Nike, а мы Да. хотели, чтобы была богатый. Вы пошли дальше. Да. И Пирамиды. Ой, красиво. Я, кстати, не видела такие вышивки. мы это Правда, очень красиво. Это вы делаете вот на этой мы вот берем машине? это. Если, например, кто-то купил вот это, значит он один, на него такой футболка. Это когда гуляет, Да. это никогда нигде не продается, потому что да. Пирамида это везде, опять же. Можно вышить любую картину, да? Конечно. Любую Да, вышить. пирамида везде. А мы придумали несколько дизайнов. Например, вот такой дизайн. Это манта. Видно? А, манта. Если манта, например, она должна быть один, это манта. Ага. А тут мы придумали, что делать тут акула, и тут черепаха внутри, и краб. Ого. И это несколько, Это-то. ну, это то, что идея. Это идея хорошая. Например, Хорошая идея. И у нас тоже тут черепаха, например, чтобы я пела на память тоже Хургада и написали Реции Красное море. И тут вышивка. Мы иногда сделали, уменьшали этот черепаха и сделали 3. И мама, ну типа. Это, Мама и детки, да? Да. Идея разные и Креативные ребята. Креативные. у нас Да, время на месте не стоят. А вот этот магазин, он давно у вас уже? 25 лет почти. Ой, а Хургаде сколько лет? Хургада 30 всего лишь. Ну, почти. 30 или 50, да, где-то Ну так? да, она...